Всем привет, это канал Готовить Просто. Сегодня у меня в гостях Ирочка, кулинарный блогер, наша кухня. Ирочка, здравствуйте. Здравствуйте, Олечка, всем привет. У Ирочки очень интересный кулинарный блог, наша кухня. Уже когда-то были они у меня в гостях. Подписывайтесь на ее канал, ссылка под видео. Переходите, посмотрите, и в конце видео будут живые окна, вы сможете перейти, так легче. Я надеюсь, для себя вы найдете что-то интересное. В прошлый раз мы с Ирочкой снимали творожный торт, и у нас было очень много продуктов на столе. Сегодня очень мало продуктов на столе. Ирочка, что мы будем готовить? Я всего вижу 4 продукта. Набор продуктов минимален. Йогурт, сметана, лимон и соль. И мы сегодня готовим сыр Филадельфия. Никогда не готовила Филадельфию дома, знаю, что готовят, знаю, что вы часто ее готовите, поэтому, собственно, пригласила вас. И вы мне все время пишете, подписчики мои, сделайте, вот пригласила Ирочку, чтобы сделать. Да, сыр готовится очень быстро, и к тому же это очень дешево. По сравнению с теми ценами, которые мы видим в супермаркете, это, можно сказать, вообще очень дешевый продукт. Можно использовать его везде, в выпечке, в салатах, где вы только захотите. Просто намазать на батон. Будет очень вкусно. Для этого мы берем. Для начала я беру сметану. Сметана самая жирная. Вот ту, которую вы видите, самый большой процент жирности, у меня это 25%. Ту и берите. Теперь беру йогурт. А какой это йогурт? Йогурт классический, самый-самый обыкновенный. Без вкуса, без ничего, да? Без добавок, без ничего. Здесь у нас 2 стандартные коробочки, то есть коробочки по 140 грамм, значит 280 граммов йогурта классического. А сметаны было сколько? 350 грамм. 350 грамм. Все, я это опять сюда ввожу. Теперь осторожненько я это все перемешиваю, не спеша. Можно это делать в миксере, например, или венчиком? Ну, я не знаю, я в основном делаю все время вот этой лопаточкой, и меня это устраивает. Но если кому-то хочется это все сделать побыстрее, я думаю, что можно. А вот не будет ли такого варианта, что если миксером взбивать, то консистенция станет реже? Ну, может быть, я не могу сказать. Я этого не делала. Я же говорю, меня устраивает так. Вот у меня получается такой вот густенькая. Так, все это я перемешала. И теперь буду добавлять соль. Угу. Соли я добавляю где-то чайную ложку. Но чайная ложка не с горкой, а вот как чайная ложка воды. Срезь. Угу. То есть вот так без горки. Без горки. И тоже я мешаю. Но вообще нужно все пробовать, потому что у каждого свои вкусы. То, что вкусно мне, может быть невкусным другому человеку. То есть помешать и попробовать на соль, может быть, да. Щепоточку добавить, да? Может добавить. Угу. Но это как бы минимум. Ложка в срез чайная, как набираешь водичку, это минимум. Так, тут лежит лимон, можно его выдавливать? Так, сок, я так понимаю? Да, выдавить немножко сока, капельку. Ну, вообще в сыре Филадельфия, ну, я не почувствовала никакого кислого привкуса. Но вот как для себя, мне кажется, все-таки он немножко пресноватый. Поэтому лимон я использую ну, в качестве украшения. Так, перед тем, как вводить лимонный сок, нужно попробовать. Так, Олечка, попробуй. Пробую. Солененькая, но приятная. Приятно соленая, да. Приятно соленая, очень вот, ну, вкусно. Вкусно. Так, поэтому все, с солью мы закончили. Теперь, Олечка, где там? Так, ложечку даю вам. Маленькую совсем ложечку. Даю вам маленькую ложечку. Так, сейчас я, ну, чуть-чуть украшу. Вот, ну, пол чайной ложки. Не больше, да? Не больше, да. Угу. Так, и опять перемешиваю. Так, перемешиваю. Ну, и последний разочек попробую. Ну и как? Оль, попробуйте. Да? Сейчас еще одну ложку возьму, попробую. Маленькая-маленькая кислинка появилась. Да. И вот она вот прям
Да, вот как букет, расцветают цветы. Действительно. Вот это вот очень хорошо украшает этот сырок. Очень вкусно, мне уже нравится. Уже можно даже салат заправлять. Да. И не оставлять его на ночь. Очень вкусно. Так, что мы делаем потом? Я подготовила то, что вы просили, Ирочка. Вот здесь, значит, емкость, небольшой сито или друшляк, баночка с водой и блюдце. Да, это то, что нужно. Еще марля. Кусочек марли или какой-то ткани, такой плотной, ну вот такая простынная ткань, вот что-то такое. Вот я подготовила тоже марлю. Что теперь мы делаем? Беру кастрюльку. На эту кастрюльку я ставлю дуршлаг. Мелкое сито. Мелкое сито. Так, марля. Марля. Во сколько раз сложенная марля? Ну, 3-4 слоя хватит. Ну, у нас здесь вот похоже, как на Пасху мы творог откладываем, да? Отжимаем, отжимаем. И теперь вот эту всю нашу приготовленную смесь я осторожно ввожу на самую серединочку нашего сита. Так, все это у нас уже внутри. Теперь я закрываю аккуратненько. Делаю такой конвертик. Чуть-чуть придавливаете, да? Потом ставлю блюдце. Или тарелочку что-нибудь, да? Да. Сверху я кладу салфеточку, чтобы вот не эта банка, вот этот наш гнет не ерзал. О, прекрасная конструкция. Все это я ставлю в холодильник на 12 часов. Ну, 12 часов ждать мы не будем, конечно, поэтому дома я сделала заготовку. Я это все сделала заранее. Вот мой сыр. Красиво. Ну, еще пока не красиво. Ну, очень интересно, что же там внутри. Да. Что я должна сказать? Я измерила, сколько вытекло сыворотки. Сыворотки было 120 грамм. Поэтому посчитайте все, сколько получается, какой получается выход продукта. И сравните с ценой той Филадельфии, которая находится в магазине. Так, разворачиваем. Та-да-да-дам! Момент истины. Вау! Смотрите. Ну так, хорошо спрессованный. Так, что я теперь делаю? Так, я беру, накрываю тарелочкой. И переворачиваем. Переворачиваю. Здесь эту тарелку мы убираю. Так, теперь будем перекладывать нашу красоту. Вот такую красивую вазочку. Олечка, подержи меня, пожалуйста. Так, держу. Так, все. О, необычный. На вид похоже на творог, а на самом деле нет. Внутри вот такая смотрите, вот как для меня, как это сливочное мороженое вроде бы. Смотрите. Ну, действительно тянется. Вот. Так красиво просто. Так, я сейчас, наверное, возьму маленькую ложечку. И все это вот так сделаю. Вот примерно с такой порции у нас выходит где-то 400-450 граммов этого сыра. Конечно, все зависит от того, какая жирность у сметаны. Плюс еще зависит от того, какой гнет вы поставили сверху, потому что чем больше вес, тем больше у нас выходит сыворотки. Если вы хотите совсем сухой, вы ставите большую банку. Если вы хотите немножко влажный, тогда, естественно, больше будет и вес. Вы ставите баночку немножко поменьше. Все зависит от того, что вы будете готовить. Ну да, то есть если делаешь салат, то можно не такой густой. Не такой густой, да, можно немножко влажнее. Ну, а если на бутерброды, то можно сделать такой прям отжать масло, по максимуму. Да, как масло. Вот мы сегодня отжали по максимуму, получили 400 граммов. А вообще 400-450 граммов вы будете получать нашей массы Филадельфия. Я подготовила такие небольшие крипсы, чтобы мы попробовали эту красоту. Уже хочу попробовать. Так, сейчас все организуем. Так, очень классно мажется. Смотрите, как все размазывается. Однородный. Такое впечатление, что его вот долго взбивала какая-то машина. Да, это даже не венчиком взбито, это просто размешано лопаточкой. На, Олечка, пробуй. Так, момент истины. Ирочка, если бы я не знала. Очень классно, да? Да, что мы его реально делали тут, ну, вы делали его дома.
Я бы подумала, что это купленная Филадельфия. Ну, Я просто в с моей шоке. стороны, мне кажется, что это даже намного вот ярче, Да, выразительнее. ярко выраженный вкус, соленая, кислая, вот сметана. Я не могу этого объяснять, но реально вкуснее, чем магазинная Филадельфия. Это правда. Да, всем приятного аппетита. Значит, я всем очень рекомендую как минимум попробовать это дома сделать. Супер. Еще хочу сказать, из такого сыра можно сделать бутерброды с красной рыбой. И на моем канале, и у Ирочки на канале вы можете найти такие бутерброды. Ссылка под видео на Ирочкин канал или в конце видео, дождитесь. Можно сделать роллы, Филадельфия, не покупая вот это, а сделать дома. Это будет гораздо дешевле, и выхлоп у вас будет больше. Прекрасная выпечка получается Да. с этим сыром. Вот Что всякие пробуйте? чизкейки, да, вот всякое вот такое, очень круто. Очень вкусный сыр. Еще можно порубить сюда зелень разноплановую, даже если вы дома заготавливали зелень какую-то на зиму, я думаю, что можно сюда добавлять. Да, зелень, Очень вкусно. оливки, красный перец, ну все, что вы хотите. В Всё общем, по вашему применение вкусу. разнообразное. В общем, я это уже ем. Вот сыр мы сделали, очень все было легко, Да. очень было вкусно. Пожалуйста, попробуйте, вы не пожалеете, применяйте его везде, и вы будете довольны. Подписывайтесь на канал Наша Кухня, подписывайтесь на канал Олечкин Готовить просто, пользуйтесь всеми нашими видео, выбирайте для себя самое полезное. Я буду рада, если вам понравилось сегодняшнее видео. Спасибо, что сегодня были с нами, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Обязательно перейдите по ссылке на Ирочкин канал, посмотрите, найдете для себя много всего интересного. Приготовьте сыр Филадельфия и что-то еще вместе с ним, напишите в комментах свои отзывы. Спасибо, что сегодня были с нами, пока-пока.